Всем привет! В этом видео я попробую высказать свое мнение по поводу вероятности или, скорее, маловероятности встречи какого-то квалифицированного специалиста в больших структурах, в теннисных академиях. Расскажу, насколько это возможно. Наверное, в большей степени скажу, почему это практически невозможно. Поехали! Тренер, который что-то может. Кто это? В первую очередь, это личность. Это человек, у которого четкое есть понимание того, как он это делает, зачем он это делает и почему он это делает. У этого человека наверняка сформирована какая-то система, у него есть представление о концепции правильного и неправильного. Естественно, это субъективное мнение, оно может отличаться, какому-то родителю может нравиться мнение этого тренера, какому-то нет, но это как такой своеобразный химизм мозга. Когда родители профессионально настроены, находят тренера профессионально настроенный, и родители, которые ходят for fun, находят тренера, который for fun. Подобное притягивает подобное. В этой ситуации это тоже работает, но в большинстве своем я не верю в вероятность встречи высококвалифицированного специалиста, потому что он отдаст в управление свой самый главный ресурс – время. Он доверит это время управлять кому-то. Кто-то будет управлять его временем, кто-то будет говорить ему, что делать, кто-то будет говорить ему, как работать, кто-то будет говорить ему, с кем играть. Мне очень сложно представить такое. Естественно, есть скромные специалисты, да, которые работают достаточно неплохо, но очень многие вещи смалчивают. Вот они терпят в себе, они не могут сказать, да ну, это херня полная, не буду это делать, ни за какие деньги. И такие специалисты тоже присутствуют, но даже они, да, по моей глубокой убежденности, работают самостоятельно. Я чуть позже расскажу дальнейшие причины, по которым я не вижу вероятности встречи высококвалифицированного тренера в больших структурах. Но один из самых главных, да, это четкое видение человека, самого как тренера, как личности, что надо делать, и отдавание своего ресурса. Я думаю, что люди, особенно которые взрослеют, они понимают, что время — это один из самых главных ресурсов, которыми располагает человек. И отдавать в управление себя — это отдавать свое время в управление кому-то. Тщеславие. Хорошее ли это качество? Наверное, нет. Я не силен в библейских каких-то там заповедях, но, по-моему, это считается грехом, тщеславие. Но, по моему убеждению, любой тренер в той или иной степени, амбициозный тренер, он тщеславен. У него присутствует это качество. Я не сказал бы, что это самое плохое, наверное, качество из не сильно хороших. Но, тем не менее, наверное, кто-то скажет, что как и зависть, там, это отвратительно. Может быть. Но я считаю, что у амбициозного тренера тщеславие присутствует. Как это работает? Да? То есть вы представляете свой продукт. Вы работаете с игроком, и игрок представляет вас. Если вы работаете успешно, да, если вы вообще работаете, если вы не просто кидаете мяч, вы работаете, вы заинтересованы в результате, и вы заинтересованы в игроке, чтобы он добился своих результатов, но частично это же и представляет вашу работу с лучшей стороны. Поскольку, когда игрок добивается чего-то, особенно если вы совершили какой-то прогресс с этим игроком, и изменения были произведены благодаря вам, то маломальски такие люди, которые видели игрока до и после, они спрашивают, а как, с кем вы работали? И в таком случае награда достается вам. Если вы работаете самостоятельно, не в какой-то структуре, не в академии, как это работает в больших академиях, да? Как сказал один известный блогер, я подслушал это выражение, у победы 100 отцов, поражение всегда сирота. И это чистая правда. Победу все готовы разделить, к победе все хотят быть причастны. Когда ты чего-то добиваешься, каждый говорит, о, я с ним пиво пил там на скамейке, о, я с ним там на 6-м корте мячи собирал в Дюковском парке. Да, все эти люди вспоминают тебя, когда ты чего-то добиваешься, но их никогда нету, когда тебе плохо. Ты всегда сам. Во всех структурах, которые в академиях, да, если вы увидите какую-то академию Надаля, моего любимчика Патрика, вы всегда увидите, что если какой-то игрок в этой академии добился какого-то результата, выиграл какой-то турнир ITF, Orange Bowl, Futures, Challenger, неважно что, чья физиономия будет рядом. Окей, в отношении Тони Надаля лицо, в отношении Патрика рожа, но она обязательно там будет.
И кто будет думать подноготную, кто будет листать, кто был первым тренером, когда этот игрок попал в академию? Практически никто. Аудитория и слепа в большинстве своем, к сожалению, ну, где-то глупа, да, и все думают, что, о, очередной проект Патрика, очередной проект Патрика. Я не знаю, что еще надо, чтобы посмотрели люди, там, кроме короля Ричарда, чтобы понять, что никакого отношения к формированию Вильямс, как готовой персоны, которая пришла к нему там в каком-то году и выиграла при нем какие-то шлемы, кроме какого-то подписания контракта, где он на ней делал имя, они делили вместе деньги, не существует. С Руна работает точно так же. Я не буду в этом видео это объяснять, но это 100% так. И с нами связался один человек после видео про Патрика второй части, по-моему, или после первой, не помню. И рассказал одну историю, как он работал с одной девочкой. И эта девочка до работы с этим человеком, она не была настолько удачной, успешной. Но поработав 3-4 месяца, да, эта девочка выигрывала турнир, один, второй, сильно менялся рейтинг, и она продвигалась вверх. На всех фотографиях, которые были в этой академии, где девочка выигрывала, был Патрик и эта девочка. Патрик и эта девочка. Этого человека не было ни на одной фотографии. Он всегда был за кадром. При том, что когда они шли на первую тренировку, да, Патрик шел с камерой, с аппаратурой своей. Этот человек спросил у Патрика, а что мы делаем? Он говорит, я что, тренер? Я в кадре прыгаю с ракеткой, а ты тренер. Я снимаю контент, я не тренер. Но когда дело касалось побед, Патрик был везде. Этого человека не было нигде. Естественно, этот человек не глупый, он вышел с этой системы, и он понял, что зачем делать имя Патрику, надо делать имя себе. И я считаю, что это еще один такой момент, который очень сильно влияет на маловероятность встречи квалифицированного тренера в академиях высокого уровня или просто в больших структурах. Система изнутри, да, коммуникации, как мне здесь объясняли в Германии, я согласен, я абсолютно не владею soft skills, я не знаю, что это такое. Как мне объясняли, вот это вот умение коммуницировать с людьми, соединяться, быть командой. Окей. У меня есть команда, да, по Ютубу. Вот моя команда, с которой я работаю, были ли у меня еще какие-то команды? Были. Какие это команды? Это команды единомышленников. Я могу сказать за свою команду, за Никиту, за Алису, за Настю, что это люди, которые трудятся, это люди, которые пашут, это люди, которые сдохнут за идею, сдохнут за результат, которые придут, отработав 10-11 часов и сядут пиздячить вечером для того, чтобы сделать вовремя и сделать качественно. Эти люди не сделают ничего серединка на половинку. Эти люди все доведут до конца. И поэтому взаимопонимание с ними одинаковое. Поэтому эта команда существует на сегодняшний момент 3 года, да, и она будет существовать дальше, если ничего чрезвычайно плохого не произойдет между нами. Как можно объединиться с человеком, который мыслит по-другому? В самой этой системе внутренней коммуникации находится очень много людей. Да, вы можете попасть в какую-то структуру, где вам будут говорить, надо так работать, надо так делать, но вы не видите так. Есть люди, которые работают за бутылку пива, их цель заработать на 2 бокала пива в середине дня, их жахнуть, выкурить пачку сигарет, после обеда поехать на метро домой. Здесь такие тоже присутствуют. Мы знаем таких людей здесь, да, которые, ну, цель такая, небольшая цель. Объединиться с ними невозможно. Подойти спросить что-то у тебя они никогда не будут, потому что у них нет такой цели. Но при всем при этом внутри этой же структуры может быть человек, который проработал уже больше лет, чем ты, как новичок, попавший в эту структуру. И у него есть какой-то ценовой потолок заработка в час, да? И сама структура не может поставить тебе цену выше, потому что у этого человека есть заработок там условно 2 евро, да? А ты хочешь 3 евро в час. Тебе не могут их дать. Потому что человек находится в иерархии самой структуры выше, чем ты. И сами они говорят, да, мы знаем, что он идиот. Но ты не можешь быть выше, чем он. Опять же, человек работает, он делает себя, да, если это квалифицированный специалист. С помощью вещей, которые я перечислил до этого, он формирует свое имя, создает свой бренд. Его продукты, его ученики говорят о нем, да. Они делают рекламу, популяризируют его. Соответственно, человек, если он не идиот, да, он должен поднимать стоимость работочаса, потому что спрос на его работу увеличивается,
И он может зарабатывать больше, и он должен зарабатывать больше, потому что он вложил в эту работу свои усилия, свои знания, годы, которые были потрачены до, и он все это использовал в определенный момент. Почему он не должен получать больше? Почему кто-то должен устанавливать лимиты, сколько ему зарабатывать, если он превосходит других людей по качеству? Это еще один момент, по которому я не верю во встречу высококвалифицированного специалиста в каких-либо больших структурах. Еще один важный момент, который мне хочется упомянуть в описании этого явления, чудо встречи в Академии тренера, который шарит, да, это выбор клиента. Насколько важно самому выбирать, с кем работать. Например, если это специалист с мозгами, он же прекрасно понимает, что 10 часов в день работы – это не достижение. Это, скорее всего, каторга, которую ты тоже должен делать. Но окей, каждого свой выбор, я в другом видео к этому вернусь, работать 5 часов, зарабатывать меньше или зарабатывать больше, но больше тратить на это времени. Но самое главное, что человек, который сам определяет, с кем работать, он может выбрать, кто из людей, с которыми он работает, может представить его работу в лучшем свете. Человек, который нацелен на результат, да, а я думаю, что тренер, который с мозгами, он нацелен на результат, он выберет работу. В ситуации с академией клуб даст работу этому человеку. И, ну, от идиота, наверное, который там ковыряется в носу или там козявки к мячу прилепливает, можно отказаться. Там какие-то там вещи, не знаю, там аморальные вещи делает человек, вы можете прийти там и сказать, что извини, но с таким придурком я играть не буду. Но в большинстве своем внутри этих структур никто не спрашивает, хочешь ли ты работать с этим человеком. Тебе дают эту работу, и ты должен ее принимать. Если ты просто тратишь свое время, обменивая его на деньги, которые тебе платят почасово, какое будущее у тебя? Ну какое будущее? Поспал, посрал, поел, поспал? Ну что дальше? К чему это ведет? Выбор клиента в академиях, я не знаю, наверное, есть какие-то тренера в больших структурах тоже, которые занимаются селекцией, отбором, но среднестатистический тренер, который работает в академии, он ничего не выбирает. Он просто работает с тем, что ему дают. Он должен работать. Опять же, представить высококвалифицированного специалиста невозможно. Ну или у него что-то с головой тогда. Я не верю, что он будет терпеть пребывание каких-то людей напротив себя, с которыми он будет понимать, что он тратит свое время просто за деньги, которые ему платят почасово, что эти люди не развивают его, они не популяризируют его работу, они не представляют его с лучшей стороны. Смысл? Теперь касательно хорошего тренера внутри академии. Да? Большая структура, академия, очень много людей, большая база клиентов. И тренер, который работает лучше, чем другие, на него повышенный спрос. Наверняка очень многие родители общаются между собой в любых структурах, да, и тут есть там мальчик Петя, есть мальчик Вася, оба ходили по 2 года. Тут Петя пошел тренироваться к Джону, а Вася остался у Патрика, да. И тут Петя, который играл одинаково, через 3 месяца неимоверно спрогрессировал. Дети встретились, сыграли, мама спрашивает, а что случилось? Он говорит, ну вот мы сейчас пошли к тренеру, он все научил, все сделал. Что произойдет? Естественно, слух разойдется очень быстро. И все люди попробуют пойти к этому тренеру, потому что большинство людей, я считаю, что они вменяемые и все-таки приходят на разном уровне, но тем не менее за результатом. Никому не нравится проигрывать, никому не нравится видеть своего ребенка беспомощным, хуже других, плетущимся в хвосте. Все хотят побеждать. Очень мало, на самом деле, кто действительно учит, да, кто действительно помогает детям стать лучше, превосходить остальных детей на корте, мыслить, быть ментально другими по жизни, просто воевать за каждую минуту, за каждый сантиметр всего, чего ты приобретаешь. Не знаю, не отстаивать свое. Не видел практически людей, которые готовы сдохнуть за это, как тренера. Но, тем не менее, таковые присутствуют. Нескольких людей я встречал в своей жизни таких. И вот этот вот тренер, который работает, да, внутри академии, на него повышенный спрос. Повышенный спрос – это большое количество людей. И вот задайте вопрос этому тренеру, у которого есть повышенный спрос, большое количество клиентов, что он делает внутри этой системы. Ожидает заработную плату, которую ему назначит дядя и скажет, сколько получать? Или объяснит ему, с какими людьми играть? Если у него есть выбор этих клиентов, если их куча, если стоит очередь, почему этот тренер не верит в себя настолько, что он не попробует свою индивидуальную деятельность сам? Почему он не возьмет этих клиентов и не придет в любой клуб, даже в немецкий, со всеми сложностями систем?
с базой клиентов за спиной, где у тебя куча людей, которые готовы играть, и объем времени, который они заберут, будет колоссальный. И ты сможешь создать 1-2 корта со своими людьми, привести новых членов в клуб, если это Германия и так далее. Почему этот тренер не интересен? Или тогда возникает вопрос, настолько ли этот тренер хорош? Настолько ли он в себе уверен? Если он в себя не верит, ну, я не знаю, как тогда можно представлять какие-то свои продукты, работать на результат, если тренер в себя не верит. Если он не уверен в том, что сможет сам, опять же возникает вопрос в качестве его работы, если он сам не уверен в нем. Поэтому я не верю все-таки в то, что можно встретить тренера в больших академиях, структурах. Пример Даниила Медведева, да, мне рассказывали, что человек, который с ним работает, он тоже, встретились они в академии, да, и, ну, условно, там, возьмем 50-60 евро в час, они платили за этого тренера, а тренеру там доходило 30 или 40. И остальные там были там поборы какие-то клуба, там, на фитнес, на бассейн, на еду. И в итоге, как бы, эти все платежи закончились тем, что папа подошел и сказал, а зачем мы платим за академию, если нас конкретно интересует один тренер, в чем проблема? И они посчитали, что с тех 50 евро, которые они платили тренеру, до тренера долетала, там, в лучшем случае, 20-ка. И ты говоришь, подожди, а если 50 просто тебе, там, и 5 часов в день, это сколько, 250 в день, да. Так по 250 умножили там, на 25, на 30 рабочих дней, дали 8 и забрали тренера. Мне рассказывают, что так началось их сотрудничество. То есть, если такие даже тренера существуют, которые что-то соображают, да, то те суммы, которые платятся в академии, это всегда просто переплата через академию на получение такого квалифицированного тренера. Поэтому мое мнение однозначно, что высококвалифицированный специалист с мозгами, особенно амбициозные люди, они не будут работать в больших структурах. Они будут создавать свои большие структуры, в которых на них будут работать люди. И если на каком-то этапе эти люди будут находиться самостоятельно, то вы можете посчастливиться встретиться с ними, не находясь в их созданной структуре их самими. А в остальном каждый специалист, что-то из себя представляющий, это индивидуальная личность, он будет независимым, он будет сам по себе. Это было мое мнение по поводу вероятности встречи высококвалифицированного тренера в больших структурах, академиях тенниса. Рассказывайте свой опыт, свое мнение по поводу этого видео. И главное, не старейте на корте. Пока.